Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами готовим блюдо из свинины. Это свиные трубочки с грибами, запеченные в духовке. Блюдо, как и все рецепты на моем канале, очень простое. Время на приготовление уходит меньше часа. Давайте приступать. Нам понадобится свиная вырезка. Приблизительно 800, может килограмм. У меня здесь килограмм. Вот такая свиная вырезка. Ее нужно разрезать на стейки шириной сантиметр-полтора. Друзья, пока режу, хочу с вами поговорить. Всех, кто смотрит мои видео, я называю друзьями. И подписчиков, и просто людей, которые случайно зашли на огонек. Друзья, я предлагаю всем нам общаться. Общаться можно через вкладку «Сообщество». Я уже говорила, что буду рада, если вы будете присылать фотографии либо видео блюд, приготовленных по моим рецептам. Я их буду опубликовывать во вкладке «Сообщество» к моему каналу. Я очень буду рада, если вы напишите пару слов о себе. Какие у вас еще есть хобби или интересы в жизни, кроме кулинарии. Если вам будет интересно, я и о себе расскажу. О том, чем я еще люблю заниматься, кроме того, что снимать ролики кулинарные. Какие питомцы у меня в доме живут. Вообще, какие интересы в жизни. Но напоминаю, что в сообществе можно общаться только тем, кто подписан. Поэтому я приглашаю вас подписаться на канал. Я думаю, что нашей дружной компании будет очень интересно общаться. Я нарезала, у меня получилось 11 стейков. Вот такой ширины. Где-то чуть больше сантиметра, где-то полтора. Теперь нужно отбить эти кусочки. Для того, чтобы брызги во все стороны не летели, я накрою стейки полиэтиленовым пакетом. Можно, конечно, пищевой пленкой, но она тонкая. Мне не нравится, прорывается часто. А пакетом то, что надо. Мясо отбила. Теперь будем солить, перчить. Первый кусочек кладу на тарелку. Посыпаю солью по вкусу, как вам нравится. Черным перцем. Это тоже все по вкусу. Сухой чеснок. Орегано. Следующий кусочек точно так же кладем сверху. Все мясо я посыпала. Пусть пока постоит в сторонке, просолится. Будем делать начинку для трубочек или рулетиков мясных, как угодно можно назвать. Начинка у нас будет состоять из сыра, жареных грибов и жареного лука. Грибы можно взять любые. Можно взять свежие шампиньоны, можно взять лесные грибы. У меня лесные отваренные грибы. Я вот в таких коробочках в сезон их замораживаю, они у меня всегда есть в холодильнике. Вот посмотрите, какие замечательные подосиновики. Эти грибы нужно мелко нарезать на мелкие кубики. Лук. Одну большую, либо небольшую луковицу. Я беру одну большую луковицу, тоже порезать на мелкие кубики. И то, и другое обжарить на подсолнечном масле, но раздельно. Отдельно поджарить лук, отдельно грибы. Чтобы не тратить ваше время, я все это сделала заранее. Вот у меня обжаренный лук, обжаренные грибы, кусочки совсем маленькие. Значит, сейчас нам нужно смешать лук с грибами, посолить и поперчить. Почему я сказала, нужно пожарить отдельно, когда можно все вместе? Я люблю все жарить отдельно, потому что бывает такое, что лук уже гореть начинает, а грибы еще недостаточно прожарились. Поэтому я все жарю отдельно, потом соединяю. Соль и перец по вкусу. Кто как любит. Я люблю все недосоленное, поэтому у меня всегда мало соли. Грибы приготовили. Теперь сыр. Что нужно сделать с сыром? Сыр нужно порезать на полосочки. Ну, как это? Ну, вот, скорее всего, вот такой вот длины. Не такой длины, а длина 4 сантиметра. Ну, в зависимости от того, какой ширины у вас куски мяса получились. У меня достаточно широкие. Но сыр будет плавиться внутри. И чтобы не вытекал, надо, чтобы кусочек сыра лежал где-то посередине кусочка. Значит, вот такие полосочки нарежем. Полосочки примерно
4-5 миллиметров. Можно еще раз ее пополам, слишком широкий кусочек, еще пополам, чтобы вот такие полосочки были. Приготовим форму. У меня керамическая форма, ее нужно смазать подсолнечным маслом. Приготовили форму. Теперь будем собирать наши рулетики. Нам понадобятся зубочистки для того, чтобы скрепить рулетик. Теперь каждый кусочек мяса нужно слегка смазать майонезом, для того, чтобы было посочнее, без фанатизма, немножко. Размазать майонез по кусочку. Теперь на серединку кладем 2 кусочка сыра и ложечку грибов. Наверное, можно 2 ложечки. Я чайной ложкой пользуюсь. У меня получается 11 рулетиков будет. Ну вот мне надо распределить это количество грибов на 11 рулетиков. Сворачиваем. Аккуратненько сворачиваем. Скрепляем зубочисткой. Вот таким образом. И складываем в форму. Вот я скрутила все рулетики. У меня их 11 штук получилось. Если для вас это большое количество, значит берете меньше мяса и меньшую форму. Теперь форму нужно закрыть фольгой. Вот в таком виде форму отправляем в холодную духовку на 30-40 минут выпекаться при температуре 180 градусов. Это в том случае, если форма у вас керамическая, как у меня, либо стеклянная. Если форма металлическая, то можно отправлять уже в разогретую духовку. Все, отправляю в духовку на полчаса при температуре 180 градусов выпекаться. Прошло 40 минут. Я достала из духовки форму. Теперь нужно снять с нее фольгу. Вот такие рулетики у нас получились. Вкусно, но бледненько. Сейчас мы отправим в духовку. Я духовку не отключала. Мы отправим в духовку эту форму уже без фольги на 15 минут. Для того, чтобы рулетики подрумянились. Отправляю. Прошло еще 15 минут. Я достала из духовки. Вот такая красота у нас получилась. Трубочки подрумянились слегка. В собственном соку тушились и запекались трубочки. Я не подливала воды совсем нисколько. Давайте достанем и разрежем, посмотрим, что у нас там получилось. Так. Вот такие замечательные рулетики получились. Это блюдо очень вкусное, очень нежное мясо. Полезное, потому что блюдо не жарилось, а запекалось в духовке. Я желаю вам, друзья, всем приятного аппетита. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите мне на почту истории о себе. Я очень рада буду общаться с вами в сообществе на моем канале. Я всем желаю здоровья, счастья. До встречи на моем канале.